Сегодня хочу показать вам вот такой вот необычный узор. Он похож на лицевую гладь, которую мы вяжем спицами, но вяжется он крючком. Это тунисское вязание. Очень красивый, но достаточно простой узор. Я буду вязать обычным крючком, так как у меня образец небольшой. Если вы будете вязать достаточно большое полотно, то, конечно, вам нужен будет настоящий тунисский крючок. Он выглядит как обычный крючок, но на конце к нему прикрепляется еще длинная леска. Итак, давайте приступим. Делаем первую петлю и набираем необходимое нам количество воздушных петель. Я набрала 13 петель. Дальше вводим крючок во вторую петлю от крючка, захватываем нитку и вытягиваем ее, не провязывая, оставляем вот таким образом на крючке. Дальше идем в следующую петлю, захватываем рабочую нить и вытягиваем. На крючке 3 петли. И таким образом мы поступаем абсолютно со всеми петельками, просто нанизывая их на крючок. Вот так должно у вас получиться. И дальше начинаем эти петли провязывать. Захватываем рабочую нить, протягиваем через первую петлю. В самом начале мы протягиваем через одну петлю. Дальше снова захватываем нить и протягиваем через 2 петли. Снова захватили, протянули через 2 петли. И таким образом вяжем до конца. Каждый раз протягивая нитку через 2 петли. Вот в конце осталось 2, мы их провязываем. Это первый ряд. Дальше смотрим. Вы видите вот эти вот перемычки. Вот она, первая, вторая, третья. Начнем вязать мы со второй перемычки. Вот она. Крючок будем вводить за эту перемычку. И вот так насквозь. Вот таким образом крючок должен выйти с обратной стороны. Да, смотрим, у нас, если вот так вот развернуть, мы можем увидеть, что здесь образовалась вот такая вот петля. Вот она. И мы вводим крючок в эту петлю и под вот эти вот 2 горизонтальные петельки. То есть вот сюда и вот сюда. Когда вы начнете вязать, у вас крючок сам будет проскальзывать в это отверстие, поэтому здесь ничего сложного нет. Захватили нитку и вытащили. Снова оставили ее не провязанной на крючке. Идем дальше. Вторую, третью, четвертую. И так продолжаем до конца. Набираем петли на крючок. И последнюю петельку
Если вот так вот вы развернете, будет видно. Вот две у нас перемычки, и мы вставляем крючок под обе. Таким образом. И захватываем нитку, вытягиваем ее. И так же, как в первом ряду, начинаем провязывать. Первую петлю провязываем одну, и все остальные по 2. Довязали второй ряд. Продолжаем делать то же самое, что мы делали, когда начинали вязать второй ряд. Вот здесь уже очень хорошо видно вот эти вот петельки. То есть как бы косичка такая, немножко развернутая. И вот в середину этой косички мы вставляем крючок. В середину косички и в отверстие за ним. Вытягиваем нитку. Таким образом набираем снова все петли на крючок. И последнюю петлю. Вот у нас здесь отверстие, две вот эти вот перемычки. Вытягиваем нитку. Начинаем провязывать сначала одну петлю, все остальные по 2. Вот уже рисуночек у нас вырисовывается. Провязав нужное нам количество рядов, вязание нужно закрыть. Закрывать будем таким образом. Вводим крючок под верхнюю перемычку, захватываем рабочую нить, пропускаем через эту перемычку и пропускаем через петлю на крючке. И таким образом закрываем все петельки. И последнюю петлю захватываем две перемычки, переднюю и заднюю, и пропускаем. Вот что у нас получается. С обратной стороны тоже очень интересный получается узор. То есть его можно использовать как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Но, конечно, за счет этого, вот видите, какие получаются бугорки, за счет этого расход пряжи увеличивается.